Я приветствую вас. С вами Лика. Его срочный разговор к вам. Посмотрим, что между вами происходит, да? Разберем его мысли, действия, будут ли они. Вообще, что у него в голове по поводу вас и ваших отношений. Что надумал он себе, что решил. Давайте смотреть и разбирать. Король жезлов. Мужчина-лидер. Мужчина, который всегда хочет быть лидером, всегда доказывает то, что он прав. Не словами, а поступками. И он реально оказывается прав во многих ситуациях, потому что есть опыт, определенные навыки, да, это и в характере, и ум, ну, так как бы проецируется в этот мир, что он четко знает, чего он хочет. Также здесь хочу сказать, что мужчина страстный. Страстный, интересный, сексуальный, прям притягательный. За ним хочется идти, его хочется слушать. Но и любит к себе подчинять людей. Вот есть в нем такое, что теневая такая сторона, что он может, если с ним будешь спорить, да, он как бы не будет вступать там в конфликты. Он, во-первых, поступками докажет, что ты не прав. Либо создаст обстоятельства такие, что ты будешь чувствовать себя по отношению, ну, как бы него, что он правильно говорит, и надо его слушать. Вот такая у него есть еще черта характера. Вообще мужчины так-то щедрый очень, и к нему часто за помощью могут обратиться, и он поможет без всякой корысти. То есть на многое может дать ответ. Интересный человек, как собеседник, грамотный, ну и образованный. Что он вообще вот сейчас у него происходит, да, в данный момент по отношению к вам и о вашей связи, ваших отношений? У него есть много инициативы по поводу вас. То есть он хочет двигаться, хочет что-то делать. Потому что, говорю, сам по себе человек это, ну, он такой огненный, понимаете. Вот его страсть и его инициативы, он знает, как их доводить до конца. Это не рыцарь, да, жезлов и не паж жезлов, который, ну, там совсем другая история. Здесь уже сформировавшийся мужчина знает, как достигать своих целей. Но дело в том, что он запутался. Он запутался вообще в себе, в своих чувствах сейчас на данный момент. То есть то, что он, в принципе-то хотел, он сейчас стал задаваться вопросом, а нужно ли мне это вообще? А для чего я буду это все делать? Куда мне вкладывать, да? Что я получаю? То есть, я говорю, это человек, который привык продумывать свои шаги. И здесь играет именно его характер. То есть он готов на многое ради своей женщины, да? Верой и правдой, как говорится, ей служить и быть с ней рядом, опорой и защитой. Но сейчас, я говорю, у него возник вопрос. Во-первых, а как это нужно все сделать, как это преподнести, я не знаю. Сейчас будем дальше смотреть, почему он так затормозился и почему он так запутался. Возможно, взвешивает многое. Не уверен. Сейчас еще в своих как-то вот силах. Вот рядом с вами он привык быть всегда лидером, привык решать все сам. А рядом с вами он почему-то потерялся. Потерял свои вообще все лидерские качества, все свое мышление прагматичное, да, так сказать. И даже страсть где-то вот свою, да, он как-то поутих ко всему сейчас в своей жизни. Потому что пытается разобраться. Давайте посмотрим, а у вас что в этих отношениях, как вы вообще видите их. То есть вам понятно, как вы к нему и что с вами в этих отношениях. Сейчас объясню. Ну, как вы в этих отношениях? Вы, во-первых, человек очень солнечной, позитивной энергии. Вы свет. Для него это, знаете, вот как вот человек живет своей жизнью, да, привычным взглядом, видит женщин там одного типажа, ну, плюс-минус, для него все были одинаковы, так скажу, да, которые притягивались в его жизни. Тут появляетесь вы. Это вот как яркая вспышка посреди темной комнаты, ну, грубо говоря, да, то есть его аж ослепило это. Тут у вас и духовная связь, хочу сказать, что вы в его жизнь тоже не просто так пришли, и он в вашу жизнь пришел не просто так. Вот сейчас он об этом и думает, он не может понять, почему он запутался, с ним никогда такого не было. Никогда он не ощущал настолько даже платоническую связь, вот эту, да, так назовем ее, очень сильно. А у вас она есть, я говорю, эта связь. И если раньше он привык завоевывать женщин,
там, улыбнулся, поухаживал, и женщина, как говорится, падает к его ногам, потому что, говорю, у него харизма и сексуальность просто зашкаливает. Он очень интересный мужчина. То здесь он впал в стопор, говорю, из-за вас. Во-первых, от вас идет та энергия и тот свет, когда он не чувствовал этого никогда. Он не видел таких женщин, не встречал таких женщин. Может быть, слышал о таких, но, так сказать, он мягко в шоке. И вы императрица выходите. А это говорит о том, что вы сильнее него сейчас духовно и физически. Чувствуете себя увереннее, чем он в ваших отношениях. Поэтому, я говорю, выше перечислила, что он теряется. А теперь понятно почему. Потому что рядом с вами потеряется любой мужчина, который не встречал таких женщин. Также он, говорю, чувствует отдаление от вас. То есть, я говорю, он-то готов для вас намного, а вот вы почему-то от него сейчас отдаляетесь. Возможно, что от него нет активности, возможно, что вы от него не чувствуете взаимности сейчас, и у вас прямо «я отдалюсь». Ну, а в прямом смысле здесь может быть, что между вами сейчас расстояние. Поэтому он пытается предпринять какие-то шаги, да, продумать их, как это будет отражаться и на его будущем, и на вашем будущем. Потому что, я вам скажу, вам не по 20 лет, вы уже намного старше люди, и здесь касается именно, говорю, вашего будущего. Возможно, у вас есть семья или у него, то есть не свободный, либо это разные города, разные страны. И как бы вы-то не предпримете к нему шаг, потому что вы не привыкли бегать за мужчинами. И он сейчас просто в перепутье. Не то, что не хочет делать какого-то шага к вам. Он хочет, но не знает вообще, что и как вообще, что с этим делать. Потому что, говорю, он, мягко говоря, в шоке. Ну, вот так о вас говорят карты между вами, да. Давайте посмотрим вообще его мысли, как он, ну, что вот он думает, почему он запутался, что ему мешает вообще сделать к вам сейчас шаг, открыться, да, рискнуть, так сказать. Что ему мешает сделать к вам шаг? Причины. Сейчас посмотрим. Вы знаете, ему вот у него идет так, что вот сейчас он реально повис только на вас. Вот, то есть, ну, в смысле, как повис на вас, да, видит только вас в этом мире. В любых женщинах видит только вас. Он ищет этот цвет уже чисто машинально. Яркий вот этот цвет, который от вас идет, вот эта солнечная, вот эта вот прекрасная энергия, да, света, тепла, любви, настоящей женщины, возможно, о которой он всю жизнь мечтал. Или только в книжках читал, да, или в кино романтических видел. Вот, и у него безразличие. Я говорю, помните, я вначале вам сказала, что он как охладел, вот, точнее, не охладел, а как подостыл, да, ко всему, и к работе, и к своим каким-то там, ну, к своему окружению здесь, и к друзьям, то есть он как бы подзакрылся даже. У него безразличие появилось, потому что вас рядом нет. Ему очень тяжело от этого. Плюс еще духовно он прямо чувствует вас на ментальном уровне. Он чувствует, что вы очень серьезная, что с вами нужно играть, как говорится, по вашим правилам, что относиться к вам нужно с большим уважением, с честностью и по тем законам, по которым он не играл. Понимаете, не жил с женщинами. Вот я только сказала, и карты говорят. Почему? Потому что привык он вот, ну, элементарно фокусником быть с женщинами. То есть легкость, иллюзия. Я могу быть сегодня такой, завтра таким. И масок очень много. Также здесь идет то, что он никогда не задавался вопросом, а какой он хочет любви, каких он хочет отношений. Он привык, потому что, говорю, ему женщины доставались, ну, в прямом смысле, очень легко. Некоторых можно было просто поманить, они готовы за ним бежать и идти. Его профессиональная деятельность может заключаться, что он выступает на людях. И, ну, как бы, есть большой коллектив, возможно. И вот даже там женщины, смотря на него, я говорю, просто могут терять голову. И некоторые даже остаются там только потому, что он там есть, понимаете? Вот, ну, вплоть до такого идет. Но он всегда в этих отношениях был, ну, легкость, ничего серьезного, никаких здесь духовных связей и тем более какого-то вот этой глубины он никогда не испытывал. Ну, возможно, когда-то было, но вот за последнее время, вот то, что говорят о нем карты, у него такого не было. То есть здесь также могу сказать, скорее всего, он сейчас одинокий. Ну, то есть не находится в отношениях серьезных, только меняются, возможно, дамы. Он любит играть, любил играть с ними, пока до вашей встречи, да. Это его наполняло, ему нравилось, что он объект обожания. Но это все была легкость. А сейчас это все ему стало безразлично и даже в тягость, потому что когда он с вами встретился и вас увидел, вас почувствовал, он
задумался. По Иерофанту здесь тоже он задумался, по магу. Почему она не такая, как они? Почему в ней такая глубина, что меня тянет, я не хочу теперь ничего? И даже если они сейчас пассии, да, которые на его пути, возле него находятся, будут к нему, как говорится, тянуться, он их оттолкнет. Потому что его эта вся пустота больше уже не интересует. А причина, почему он не делает шаг, он еще не может понять. Я говорю, потому что привык жить по-другому. Давайте посмотрим, а что же он думает, мысли его о вас. Сейчас посмотрим в мыслях, что у него происходит в голове. Но, знаете, он чувствует сейчас себя, говорю, на сцене этой жизни чужим. Он ревнует здесь, могу сказать, потому что он не знает, как вас сейчас к себе привязать. Ему кажется, что все вокруг счастливы, кроме него. Вот вплоть до такого вы до него вглубь ему в сердце вошли. И не только в сердце, но и в душу. Ну, вот только про счастье сказала, что он ревнует, говорю, как бы чувствует, что все вокруг счастливы. А где мое счастье? Оказывается, я все это время считал, что так нормально жить. А оказывается, это счастье-то не в этом заключается. И почему мне так без нее плохо? Почему меня к ней так тянет? Вот эти все вопросы у него в голове. И по двойке пентаклей. Каждый день он взвешивает теперь, почему она? Почему я так попал? Потом уже даже думает не почему он так попал, а почему с ним это все происходит и раньше не произошло. И вообще, что это такое? Ну, то есть парень реально в лабиринте находится. Сейчас он никак не может выход из него найти. Но без вас, он сейчас, я говорю, вообще не видит. Короче, вот тот мир, который он был у него, вообще изменился полностью. Изменился, потому что он чувствовать начал ту пустоту, оказывается, которую вы ему показали. Без, как бы вот, получается, вас не было в его жизни, он жил, считал, что у него наполненная жизнь. Все у него есть, все его устраивает. Но когда вы появились, вы открыли ему то, что это все пустое, большинство. Все, что у него в жизни есть, это все пустое. И вот теперь он гадает, а вы ли будете вместе, будете ли вы с ним, откроетесь ли вы ему. И даже здесь приходят мысли, а вдруг я ей не подойду, а я сейчас так попала, что же будет со мной, что же будет дальше, понимаете? И планы продумывает, и все это в голове крутит. Ну и качели, то день так, то день, то я готов к ней прямо бежать, все, мы давай вместе будем планы строить, все разберемся, я все ей объясню, я все возьму на себя, докажу ей, что я сильный. То, ну, сильный, в смысле, на меня можно положиться, я надежный. То на следующий день он отступает на 2 шага назад и уходит в себя. Возможно, он о вашей жизни пытается что-то узнать. Здесь еще по двойке пентаклей может идти, что человек со своим окружением советовался с кем-то, с близкими людьми, кому он доверяет, чтобы про вас, допустим, что-то узнать, прощупать. Потому что вы его очень сильно зацепили, и для него это прям, говорю, было на первом месте, самое важное. Да, между вами, говорю, сильная связь. И она формируется сейчас, открывается, точнее, все глубже и глубже. Но обстоятельства, скорее всего, с вашей стороны сейчас. Он-то готов к вам бежать, ехать, как говорится. Я говорю, но не делает действия, скорее, говорю, всего, потому что он понимает, что, во-первых, либо вы не свободны, потому что его вот энергия идет, он свободен, он один. Легкость общения, легкость отношений с женщинами. Там конкретно женщины нет. Есть только вы. А вот у вас есть обязательства, от которых вы не можете избавиться просто так. И вот эта тайна, которая остается, да, это и для него тайна, и для вас тайна. Что дальше будет? Сейчас начинает формироваться, я говорю, ваша связь, и начинает разрушаться ваш, вот это, ну, как бы вот эти обстоятельства зависимости. У вас придут решения о том, как вам выйти для того, чтобы, ну, к этому человеку сделать тоже шаг. Вот эти цепи с вас спадут. Потому что здесь вышел суд, это уже заканчивается в любом случае. Также вы интуитивно чувствуете этого человека. Вам интуиция подсказывает, что вам нужно решать сейчас выход из своей клетки. Вот то, что вы где сейчас находитесь, у вас там тоже уже ничего хорошего нету. Он тоже ворвался в вашу жизнь, так скажем. Ну, ворвался, это слишком громко сказано. Это было у вас, наверное, может, намного плавнее. Встреча спокойно, возможно, произошла, да. Но он дал вам задуматься о том, а счастлива ли я? А как я живу? Понимаете?
И вы начали об этом думать, поэтому пришел суд. Это судьбоносная карта. Давайте посмотрим, выйдете ли вы из этой клетки и ваши перспективы на будущее с этим мужчиной. У вас будет шанс, если вы примете решение четко, сами, слушая интуицию и свой внутренний голос, а у вас очень хорошо развитая интуиция, вы сможете выйти, да, по шестерке жезлов. Смотрите, у вас будет шанс, у вас прямо судьба сейчас подкинет такой момент, что вы вот там, где вы находитесь, вот в зависимости, ну, это, возможно, прошлое, ну, возможно, отношения с мужчиной, да, с которым вы сейчас живете, либо обстоятельства жизни какие-то, которые, ну, вы считаете, что они важнее для вас, чем какой-то союз сейчас. Здесь вышло две зависимости. Когда восьмерка дьявола, как бы, параллельно они идут в раскладе, это говорит о том, что там нужно срочно что-то уже менять. Если из восьмерки можно выйти, это ваши обстоятельства, то это уже созависимость. И из нее выходить тяжелее, чем оттуда. И вот здесь совет карт. Вы должны соединить разум сейчас со своей интуицией. Интуиция, еще раз говорю, у вас есть. Вам сейчас подсказывают, как поступать, как делать. И вы сможете выйти. Если воспользуетесь моментом, который сейчас вот вам будет преподносить судьба. А вам будут сейчас даваться варианты решения вот этой всей проблемы, так сказать, которые вам мешают вообще жить свободно, даже не говоря уж про этого мужчину, про загаданного. Вы не можете выйти оттуда, где вы как на цепях сидите. Давайте посмотрим перспективы. Вообще, ваш ли это мужчина и нужен ли он вам? Так, значит, информация идет вообще сейчас не о нем, идет о вашей жизни. Вы замужем, у вас есть мужчина, ну, то есть есть семья, да? И что я хочу сказать? На что вам намекает фортуна и дьявол здесь? Вы должны принять будете решение, я вам уже сказала, здесь туз мечей идет по поводу мужчины, которому вы уже не чувствуете ничего. Вас держат только дела, крыша над головой общая, ну и, в общем, бытовое все, да? Семьи как таковой у вас нет. Даже, возможно, вы вообще спите в разных комнатах. Здесь вышел король пентаклей. Но в данном случае здесь у этого человека есть любовница. Есть женщина, с которой он встречается. Королева жезлов вышла. Вы либо догадываетесь, либо уже об этом знаете. И здесь по тройке мечей я хочу сказать, что это боль, которую вам принесет в ближайшее время, либо уже это треугольник. Вот из этого вам нужно выходить. То есть карты решили о вас информацию сейчас сказать, потому что вы находитесь в состоянии, вы зависите от него, вы боитесь от него выходить, где это возможно. Хотя, я говорю, вы императрица и женщина, вы сильная. Возможно, в материальном плане зависите от него. И он многое себе позволяет, а вы это терпите. Вы устали уже. И надо оттуда выходить. Что хочу вам сказать по поводу вашего будущего. Вы вот в этих отношениях, которые сейчас вообще ваши обстоятельства, все, что складывается, без друг друга вам будет очень тяжело. Дальше. Для этого мужчины вы можете стать родной, единственной, самой желанной женщиной. Также он за вами наблюдает, но так как вы не даете, говорю, ему никаких знаков, он не может вам помочь. Ваше будущее. Двойка кубков. Звезда – это желание быть любимой и любить. Но при условии, что вы отпустите, смотрите, какие карты пошли, при условии того, что вы отпустите все прошлое и добровольно, как говорится, пойдете в новую жизнь. Двойка кубков закрывает у нас влюбленные. Этот человек – ваша судьба. Сейчас зависит все от вашего решения. Как вы себя поведете, так и он вам будет помогать. Но хочу сказать, что ваш груз, в котором вы находитесь, это и есть обстоятельства ваши, которые не дают ему к вам сделать шаг, потому что он не знает, как себя вести, и не хочет разрушать, возможно, вашу семью, потому что не все ему известно. И как бы он ни копал, как говорится, под вас. Не все он знает. А также здесь идет то, что он для вас именно послан.
Понимаете? И чтобы, во-первых, вы вышли уже из деструктивных отношений, а также вы ему несете свет. Пока вот этот свет видит тот человек, как раз который должен видеть. С кем вы находитесь сейчас и в тех обстоятельствах, да, от чего вы зависите там, вашего света уже никто не видит. Ну, а остальное вы уже все знаете. Решайте сами, как бы, но мужчина по судьбе идет именно к вам. Ну, вот так сегодня говорят карты. Расклад получился достаточно глубоким. Подумайте, взвесьте все за и против. Желаю вам удачи и преодолеть зависимость, потому что никакие зависимости и цепи человеку не нужны, или иначе он никогда не будет счастливым. Пока вы не отпустите старое, не придет новое. Желаю всем любви, счастья. Благодарю вас за то, что были со мной, остаетесь со мной. Ставите лайки, пишите комментарии, как резонирует. С вами была Лика. До скорой встречи!